Удивительное животное, которое отправляются в путешествие длиной в целую жизнь. Но на их пути множество препятствий, что касается как буйства стихии, так и преследования со стороны самых опасных и умелых хищников. Однако эти копытные из тех, кто способен постоять за себя и будет бороться до последнего вздоха. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – северные олени. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Северные олени – типичные обитатели тундры и тайги Евразии и Северной Америки. Будучи невероятно сильными и выносливыми, они являются главными кочевниками среди всех наземных животных. Ежегодно в поисках сочных пастбищ копытные проходят расстояние до 5000 километров. Этим животным приходится преодолевать сложнейшие испытания – от снежных бурь с пронизывающими ледяными ветрами до бушующих горных рек. И лишь самым сильным и выносливым суждено пройти нелегкий путь до конца. Однако природные капризы далеко не единственная проблема странников, ведь всю свою жизнь они находятся под пристальным вниманием хищников. Волки неустанно следуют за кочующими стадами, ведь олени – их излюбленная добыча. При 2-метровой длине тела масса взрослого самца может превышать 200 килограмм. Все это вместе с невероятной скоростью и выносливостью делает такую цель недосягаемой в том числе для опытной сплоченной стаи. Даже отточенные тактики дают сбой. Двое волков гонят стадо к третьему, который скрывается в засаде. В поисках уязвимых особей он разрезает толпу на две части, но эти животные могут менять направление в мгновение ока и поддерживать скорость на протяжении многих километров, поэтому даже при максимальном сближении план охотников невыполним. Среди деревьев копытные более уязвимы. Они боятся засады, поэтому в случае опасности животные стремятся выйти на открытое место. Неважный слух компенсируется превосходным зрением и обонянием, поэтому в случае тревоги стадо может оставить позади любого хищника, но ввиду многочисленности охотникам всегда есть из кого выбрать. С самого рождения жизнь преподносит олененку серьезное испытание. Уже в первые минуты после рождения малыш должен научиться стоять на ногах. У него есть всего несколько часов, чтобы освоить быстрое перемещение, и такая спешка становится залогом выживания. Стадо не станет ждать отбившихся особей, что может обернуться незамедлительным преследованием со стороны главных хищников севера. В это непростое время даже у одиночек есть все шансы на успешный промысел. В такие моменты теленок совершенно беспомощен. Однако связь матери и детеныша невероятно сильна, и она не оставит его даже в самой тяжелой ситуации. В ход пускаются острые рога, но более страшным оружием становятся твердые копыта, которые под тяжестью тела могут нанести серьезные увечья. Серому охотнику остается лишь спасаться бегством. Разгневанная самка без труда настигла бы раненого зверя, но ее главная цель – защита потомства, и она выполнила ее в полном объеме. Стоит отметить, что самки северного оленя – единственные из семейства, кто носит на голове тяжелое вооружение, хоть оно и уступает в размерах роскошным рогам самцов. Кроме того, для защиты потомства в арсенале матери есть особый танец, призванный переключить на себя все внимание врагов. Но чем больше стада, тем большая паника охватывает копытных при виде хищника. И это лучший момент для выбора подходящей мишени. Волки быстрые и выносливые, но даже на скорости в 60 км в час теленок до последнего борется за свою жизнь. В итоге уменьшенная дистанция со временем вновь увеличивается, и волк проигрывает изнурительную гонку. Бурые медведи всеядные, и учитывая исполинские размеры, они ни за что не упустят шанс напасть на такую добычу.
Но стройные длинноногие копытные без особых усилий оставляют массивных хищников позади, поэтому они могут претендовать лишь на больных или ослабленных животных. Разумеется, менее прыткие детеныши также могут попасть в поле зрения. Однако даже малыши превосходно подготовлены к спринту, и далеко не каждый охотник угонится за ними. Другое дело, если на пути косолапого встречается раненый олень. Невероятное обоняние издалека улавливает запах наживы, но и в такой ситуации эта схватка полное отчаяние. С одной стороны взрослый самец, который цепляется за жизнь, с другой – истощенная медведица с детенышами, которые в случае поражения обречены на голодную смерть. Но мать чувствует слабость животного, поэтому готова идти до конца. Рогатый гигант пускает свое оружие в дело. С невероятным напором он бросается в наступление, однако в схватке с таким соперником силы быстро покидают оленя. Даже с тяжелыми ранениями бык сражается до последнего, но его смерть подарит жизнь целому семейству, поэтому медведица доводит дело до конца. Не только наземные хищники несут смертельную опасность для потомства. С размахом крыльев свыше 2 метров орлан-белохвост может без труда справиться с теленком. И даже если первая атака не принесла успеха, ему ничего не стоит развернуться и вновь нанести смертельный удар. Против столь гигантских когтей и мощного клюва нет действенной защиты. Но если у северных оленей есть все шансы сбежать от хищников, то буйство стихии не пощадит ни сильных, ни выносливых. Сходы лавин – не самое частое явление в жизни этих животных, но тем не менее ежегодно под толщей снега погибает немало странников. С наступлением осени наиболее сильные быки опускают свои великолепные рога и вступают в битву за право на продолжение рода. Невероятно массивный и разветвленный головной убор свидетельствует о превосходном здоровье самца, и у него есть все шансы передать свои гены будущим поколениям. Нескончаемые сражения изматывают животных. За весь период гона самец может лишиться 1/3 части своего веса, что в итоге делает его очень уязвимой мишенью. Стада северных оленей – одни из самых многочисленных среди копытных. Несмотря на это, охота и развитие сельского хозяйства заметно пошатнули их популяцию, и сегодня некоторые подвиды находятся в очень уязвимом положении. В целом, вид вполне благополучен. Однако всего за четверть века численность этих величественных животных упала на 40%. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком. Комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!